Всем привет, друзья! В сегодняшнем ролике по просьбе подписчиков моего канала разберем компанию Switch, которая предоставляет услуги в области информационных технологий. Сделаем сравнение с конкурентами, посмотрим на динамику роста финансовых показателей, познакомимся с прогнозами аналитиков, сделаем анализ графика, подведем итоги. Компания Switch предоставляет пространство для коллокации и сопутствующие услуги в США. Она разрабатывает и управляет центрами обработки данных в Неваде, Мичигане и Джорджии. Компания обслуживает технологические и цифровые медиакомпании, финансовые учреждения, государственные учреждения, поставщиков сетей и телекоммуникаций, а также поставщиков облачных услуг, IT и программного обеспечения. Компания была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Лас-Вегасе, штат Невада. Капитализация компании составляет почти 4 миллиарда долларов США. Конкуренты компании Switch, эти данные были взяты из отчета за 2020 год, компания сталкивается с конкуренцией со стороны многочисленных разработчиков, владельцев и операторов в сфере центров обработки данных, в том числе поставщиков управляемых услуг и инвестиционных фондов недвижимости REIT, таких как CoreSite, CyrusOne, Digital Realty. Это инвестиционные фонды недвижимости, которые инвестируют в центры обработки данных, не зависящие от операторов связи и предоставляют услуги коллокации и пиринга. Компания Equinix – это американская транснациональная компания со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния, которая специализируется на подключении к интернету и центрах обработки данных. Компания является лидером на мировом рынке коллокационных центров обработки данных, имея 210 центров обработки данных в 25 странах на 5 континентах. И компания QTS является поставщиком центров обработки данных в Северной Америке и Европе. Со сферой деятельности компании, я надеюсь, всем понятно, и с ее конкурентами. Теперь давайте посмотрим на сводку финансовых показателей в настоящее время. По показателю P на E, который означает, сколько лет займет окупаемость ваших вложений в рамках деятельности компании, расчет показателя – это рыночная цена P делить на прибыль на акцию EPS. Хороший показатель – это когда он равен до 15, нейтральный показатель от 15 до 25, и все, что выше 25 – это плохой показатель. Историческое значение PE за последние 10 лет равно 143. С 2020 года наблюдается тенденция в сторону уменьшения данного показателя. Также есть прогноз компании в ближайший год достигнуть показатель P на E до 74. Это говорит нам о том, что ожидается увеличение прибыли в будущем периоде. Не стоит забывать, что данный показатель носит прогнозный характер. Если сравнивать показатель P на E с конкурентами, то видно, что у конкурентов также прослеживается высокое значение данного показателя, то есть в среднем окупаемость ваших вложений в компанию Switch окупится прибылью за более чем 100 лет. По данному показателю в настоящий момент я ставлю компании минус. По показателю P на B, который означает, сколько мы платим за акцию по отношению к ее стоимости по бухгалтерскому балансу, показатель равен рыночной стоимости P делить на стоимость акций по бухгалтерскому балансу B. Хорошее значение – это когда он меньше единицы, то есть мы покупаем акцию компании с некоторым дисконтом. Нейтральное значение – это от единицы до 3. И все, что выше 3, это уже плохое значение. Значение Price to Book за последние 10 лет равнялось 18. За последний год также наблюдается тенденция в сторону уменьшения данного показателя. Если сравнивать показатель Price to Book с конкурентами, то видно, что его значение высокое и по другим компаниям. Нейтральное значение занимает компания Digital Realty 2.34. По мультипликатору P на S он равен 4. То есть этот показатель оценивает компанию по объемам продаж, сколько мы платим за $1 выручки. Хороший показатель – это когда он меньше единицы, нейтральный до 3, плохой больше 3. По данному показателю компании я ставлю минус. По конкурентам показатель PS также выше 3. По соотношению долговой нагрузки к собственному капиталу Debt to Equity равен 4, то есть долгов у компании выше собственного капитала в 4 раза. У конкурентов данное значение выше единицы, за исключением компании Digital Realty, у которого данный показатель равен 79%. Как справляется компания с долговой нагрузкой? Покрытие долговой нагрузки операционной прибылью более 300%.
С 2018 года компания увеличила и долговую нагрузку, при этом за аналогичный период подросла выручка и операционный денежный поток. То есть компания эффективно использует кредитное плечо для развития своей деятельности. Чистая маржинальность компании равна 3%. Хотелось бы видеть это значение выше. У конкурентов маржинальность составляет от 3 до 13%. Рентабельность собственного капитала равна 6. Это среднее значение, если сравнивать с отраслью. Под рентабельностью собственного капитала подразумевается процент, под который в компании работают средства акционеров, то есть на каждый вложенный нами доллар компания сгенерирует 6 центов чистой прибыли. Дивидендная доходность компании составляет чуть более 1%, компания платит ежеквартальные дивиденды, рост дивидендов составляет 2 года, процент затрат компании на выплату дивидендов составляет 90% прибыли. После просмотра финансовых показателей нам важно понять динамику изменений финансовых потоков. Первым делом посмотрим на рост выручки. По графику видно, что выручка динамически растет с 2017 года. В среднем из года в год она растет на 10%. По чистой прибыли в 2016 году был зафиксирован убыток, но с 2018 года компания динамично увеличивает чистую прибыль. Прибыль на акцию также растет, в среднем из года в год на 25-30%. Касаемо обратного выкупа акций или доп. Эмиссии, компания осуществляет доп. Эмиссию своих акций. С 2016 года видно, как компания выпускала свои акции в свободное обращение. Активы у компании подрастают, это положительный тренд. Обязательства у компании также подрастают. По итогу активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал у компании также растет. Чистая маржинальность у компании растет. Денежный поток от операционной деятельности растет. Также растут капитальные затраты. Компания инвестирует и открывает новые центры обработки данных. Свободный денежный поток подрастает, но все еще находится в отрицательной зоне. Давайте теперь познакомимся с мнениями аналитиков и прогнозами по прибыли на будущий период. 6 аналитиков сделали свои прогнозы, все 6 аналитиков выступают за покупку акций и прогнозируют рост на 31% до 21 доллара в ближайший год. Аналитики ожидают рост прибыли на акцию ежегодно порядка 40-50% до 2033 года. Как видно, аналитики позитивно настроены на рост акций. Теперь посмотрим на доходность компании в сравнении с индексом S&P 500 за равный промежуток времени. Компания не обгоняет рост индекса, а наоборот наблюдается снижающий тренд. Купив акцию в 2017 году и удерживая ее по настоящее время, мы получили бы убыток. После проведения фундаментального анализа компании необходимо рассмотреть график и определить для себя справедливую стоимость компании с точками входа и перспективами развития. В данном графике я отметил выходы инсайдеров, которые были зафиксированы в конце февраля-начале марта. Инсайдеры выходили перед падением акции ориентировочно по 18 долларов. Это спровоцировало падение котировок. Как мне кажется, это было сделано спекулятивно. По данной компании инсайдеры не покупают акции, они премируются акциями в виде грантов. По достижению высоких уровней инсайдеры, как правило, продают свои акции. Перед отчетностью компания хорошо улетела вниз, не было никаких на то причин. После отчета, результаты которого превзошли ожидания, компания сменила тренд на ростовой. Как не видится, ближайший первый уровень сопротивления, вероятно которому компания перейдет, будет в районе 17 долларов. Потенциал роста текущих отметок составляет порядка 8%. Пройдя этот уровень, у компании откроются перспективы 18,5 долларов. Вероятность фиксации прибыли от этого уровня будет высока. Компанию я не приобретаю, так как не подходит под мою стратегию. Теперь давайте подведем итоги. По стоимостным показателям в настоящее время компания имеет высокие значения. Дивидендная доходность мала, низкая маржинальность и рентабельность, высокие долги. По отношению к будущим периодам ожидается увеличение финансовых потоков. Компания рисковая, обладает низкой капитализацией, подвержена манипулятивным действиям. Такие активы я не приобретаю. По итогу поставлю компании 5 звезд из 5. На этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился обзор, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте оставить комментарий под этим видео, понравился ли вам данный ролик. Это поможет продвижению моего канала по алгоритмам YouTube. Этот канал предназначен для всех, кто заинтересован в инвестировании, получении пассивного дохода и создании благосостояния для своего поколения. Я надеюсь, что смогу обучать, вдохновлять и развлекать вас, поделившись своими мыслями, опытом и перспективами в долгосрочном инвестировании. Всем удачи в инвестициях, друзья. Пока!